Итак, привет, подписчики, привет те, кто случайно зашел на данный канал. Приступили к кладке камина. Самый низ не снимал, там смысла нет показывать, там простой фундамент. Показываю первые ряды. И в принципе хочу показать именно подачу воздуха, которая идет в данной ситуации из-под пола. В дальнейшем этот пол будет срываться, ну и труба выведется уже от сих до края дома. То бишь напрямую будет воздух поступать в камин из-под... Чистый, короче, воздух с улицы, холодный. Дальше будет прогреваться. В общем, поворотный механизм простой. Шпилька, десятка. Открыл, закрыл. Открыл, закрыл. Дальше заказчик сюда, ему какую-то красивую, сказали, вытащат ручку, ставит. Не думайте, что слишком от пола низко. Этот пол будет опускаться еще ниже. Еще на кирпичину будет ниже, так что ручка будет находиться в нормальном положении. Углы у камина будут зарезаны. Зарезается под 31,5 градуса. Ну, поскольку в станке фиксированные углы 45, 25, 31,5, запиливаем под 31,5. Камин делается под облицовку. Дальше будет камнем облаживаться. Поэтому кладка так черновая, можно сказать. Нигде особо не забиваются швы. Тем более, что это как постамент. Дальше уже, в принципе, дальше покажу дальше. Итак, вот что, в принципе, получается. Небольшой постамент, куда будет ложиться гранитная плита. Под уложен огнеупорным кирпичом. Началась футировка. Зазоры по 2 сантиметра по двум сторонам. И плюс углы зарезаются под 45. Все это для того, чтобы там у нас труба. Ну, я перекрыл под, потому особо уже не будет видно канал. Сейчас примерно объясню, как там происходит. Хотя, в принципе, так, наверное, понятно. Отсюда выходит труба из-под низу. И на заднюю стенку ее поворот. То бишь от задней стенки вот по этим вот каналам в две стороны будет идти воздух с улицы. Здесь делаю пока большие расстояния от кирпича. Это сюда и будет воздух уже выходить в топку. Дальше будет уже сводиться только лишь на зазор из ваты. Углы срезаю с двух сторон, и там, и там. Для того, чтобы крепить заднюю стенку футировки, использую строительные подвесы. Сразу вкладку вмуровываются. Дальше они будут еще подниматься, потому что от этого уровня уже пойдет зуб. Даже, наверное, от этого, да, от этого подвеса уже будет идти зуб. Поэтому, чтобы он крепко стоял, чтобы не падал, использую строительные подвесы. Просто либо вкладку замуровываю, либо в нижнем кирпиче делаю, получается, пропил, и туда загинаю подвес и уже вывожу сюда. Ну, в принципе, вот в этих уже так сделано. Общий вид вот так. Дверь у нас будет внизу с такой прижимной ручкой. Устанавливать ее уже будем на днях. Общий вид вот так. Поворотный механизм работает, потому что там хороший канал, то бишь он хорошо поворачивается туда-сюда. Ничего ему там не мешает ходить. Надеюсь, слышно, как открывается и перекрывается. Вот как-то так.
Спасибо, что заходите на канал. Спасибо, что смотрите видео. Спасибо за комментарии. Еще раз попрошу подписаться на канал, поддержать. Может, какие-то вопросы будут возникать. Можете задавать. Если не на все, то на те, которые могу ответить, постараюсь ответить. Шамот, кстати, ложим на мартель. Ничего не добавляю, ни жидкое стекло, ничего. Просто мартель, вода. Швы, в принципе, видно, что тонкие. И, в принципе, везде тонкие. Камера увеличивает. Так что как-то так. Еще раз всем спасибо.